Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я расскажу вам, как вязать вот такой вот очаровательный волнистый узор крючком. Я добавила в него соединительные петли с накидом для того, чтобы тоже сымитировать какую-то такую вот дорожку из кос. Для узора набираю число петель кратное 8 плюс 1 петля симметрии. Я набрала 33 петли и перехожу к вязанию установочного ряда. Установочный ряд в вертикальный раппорт не входит. Итак, воздушная петля подъема. Делаю накид на крючке и вкалываю крючок во второй звено крючка. Раз, два. За дальнюю тушку. Вот так. Вывожу рабочую нить и вывожу рабочую нить через все петли на крючке. Это соединительная петля с накидом. Раз. В следующую точку. Все петли я буду вязать за дальнюю тушку. Точно так же. 2. В следующую точку. Точно так же. 3. В следующую точку. 4. И так работаю до конца ряда. В установочном ряду будет 33 соединительных петли с накидом. Ровно то число, которое было в наборной цепочке. Установочный ряд готов. Он вязался по изнаночной стороне. По лицевой стороне такие петли оставляют вот такую красивую косичку. Дальше первый ряд раппорта. Вообще раппорт будет состоять в высоту всего из 2 рядов, то есть будем повторять первый, второй ряд. Первый ряд. Делаю 2 воздушных петли подъема, раз, два и поворот. Дальше делаю накид на крючке и вкалываю крючок вот в петлю следующую, за той петлей, из которой растут воздушные петли. Вот, воздушные петли растут из петли, и вот сюда я вкалываю крючок за дальнюю дужку. Можно еще посчитать так: раз, два, три, четыре, то есть четвертая петля от крючка. Но я предпочитаю ориентироваться по провязанному краю, то есть эту пропускаю, вот сюда вкалываю крючок и вяжу столбик с накидом, но до конца я его не довязываю. Раз, в следующую точку. Столбик с накидом тоже до конца не довязываю. 2. 3 петли на крючке провязываю вместе. Это будет первый начальный элемент. Дальше делаю воздушную петлю, накид на крючке, по низу отступаю одну петлю, раз, и во вторую вкалываю крючок за дальнюю тушку и вяжу столбик с накидом. Опять воздушная петля, накид, пропускаю в следующую точку, второй столбик с накидом. Опять воздушная петля, и дальше будет такой элемент: 5 столбиков с накидом из одной точки. Одну петлю пропущу, вот сюда вколю в крючок. И с этого элемента я начну как бы делать раппорт, то есть ту часть, которая будет повторяться. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок за дальнюю дужку и вяжу. Раз, два, три, 4, 5. Воздушная петля. Делаю накид на крючке. Одну петлю по низу пропускаю, во вторую вкалываю крючок и делаю столбик с накидом. Раз. Воздушная петля, столбик с накидом. 2. То есть теперь вяжу зеркально симметрично. Воздушная петля, накид на крючке, петлю пропускаю и в следующую точку. Если предыдущий мы делали веер из одной точки 5 петель, то теперь мы будем делать 5 столбиков с накидом с одной вершинкой. И начинаю делать эти 5 столбиков с накидом с одной вершинкой. Делаю первый, не довязываю, раз. В следующую точку второй, не довязываю, 2. В следующую точку третий, тоже не довязываю, четвертый и пятый. На крючке раз, два, три, четыре, пять, 6, и все эти 6 петель я провязываю вместе. Тем самым образую
единую вершинку. Вот, получается 5 петель в одну точку. Дальше продолжаю вязать зеркально, симметрично тому, как я вязала до этого. Воздушная петля. То есть, заметьте, вот эта воздушная петля, она не относится, она не смыкает эти 5 столбиков в одну точку. Это самостоятельная воздушная петля. А то можно, естественно, делать лишних воздушных петель. Накид на крючке, одну петлю отсчитываю, отступаю в следующую точку, столбик с накидом. Снова воздушная петля, накид на крючке и опять столбик с накидом. И воздушная петля. И на этом раппорт, повторяющийся часть, закончена, то есть дальше опять пойдет вот этот вот элемент. Значит, раппорт начнется сначала. Накид на крючке, отсчитываю. И в эту точку делаю 5 столбиков с накидом. Раз. Два. Три. 4. 5. Воздушная петля, накид на крючке, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. И заканчиваю этот ряд зеркально симметрично. Смотрите, то есть если в начале ряда был такой элемент из 3 как бы столбиков вместе, да, сам-то он у нас из 5, но половина 5 это 2 и центр это 3. То есть здесь 3 столбика вместе. То есть и с этого края я заканчиваю этот ряд таким же элементом. Это 3 столбика вместе. Так, воздушную петлю нужно сделать. И здесь как раз остается нужное количество точек. Раз, не доделываю. 2, не доделываю. И 3, не доделываю. И вот получается 3 столбика с накидом с одной общей вершинкой. И на этом первый ряд готов. Вот так он выглядит. И второй ряд. Второй ряд будет такой же, как установочный. Воздушная петля подъема. Делаю накид на крючке во второе звено от крючка. Раз, два. За дальнюю дужку начинаю вязать соединительные петли с накидом. Их должно быть 33, потому что в начале я набрала 33 воздушных петли. Это число можно использовать для контроля себя. Вяжу так до конца ряда. Довязала я почти ряд до конца, и обратите внимание, куда будет вязаться последняя петля. У меня на 33 она будет вязаться раз, два во вторую подъемную петлю предыдущего ряда. И вот 33. Вот первый раппорт в высоту. Дальше повторяем снова и снова первый и второй ряд. И должен получиться вот такой вот узор. Если на него посмотреть в другой плоскости, то получаются вот такие вот косички у него интересные, которые перебиваются как бы столбиками с накидом. И изнанка этого узора. Отличный узор для летних вещей, для каких-нибудь летних туник. Можно и в горизонтальном направлении его использовать. Можно, я думаю, и в вертикальном направлении его тоже использовать. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Если что-то непонятно, пишите вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.